Всем привет! Вы на канале Просто Вкусно Соленый. Готовим без духовки и без выпечки. Такой молочно-карамельный вкуснющий десерт мы приготовим очень быстро и просто. Нам понадобится 1 литр молока, а еще 100 грамм сливочного масла, 120 грамм муки и 80 грамм сахара. 100 грамм сливочного масла на достаточно большом огне. Я масло все время помешиваю, чтобы оно равномерно так таяло. Видите, как она меняет консистенцию? Посмотрите. Вот, закипело то, что надо. Всыпаем, постоянно помешивая муку. У нас было 120 грамм муки. Постепенно, постепенно вот так. Вот такой приятный цвет получается. Вливаем тонкой струйкой молоко по чуть-чуть. Постоянно мешаю, чтобы донышко не пригорело. Если у вас донышко очень тонкое, приподнимите лучше с огня. Нам надо размешать до однородной массы. На этом этапе вы можете сделать поменьше огонек под вашей кастрюлькой, чтобы успевать размешивать и чтобы оно за донышко не хваталось. Вот так, достаточно интенсивно я размешиваю, видите? Если вы вольете сразу весь литр целиком и начнете размешивать, то может получиться, что останутся комочки. Это такой секретик. Маленькими порциями вливать молоко. Если у вас уже хорошо все размешалось, вы видите, оно становится таким более жидким, то можно опять сделать огонек побольше. Всыпаем сахар 80 грамм. Сахара мы положили немного. Если вы любите больше, это уже по вкусу. Можно чуть добавить. Немного соли. Вот смотрите, я беру буквально щепотку. Вы можете не добавлять. Это для усиления вкуса. Еще добавим немного ванилина. И это придаст аромат нашему десерту. Десерт получится молочно-карамельный. Таким образом мы варим еще наш десерт до загустения крема. Для такого десерта лучше, конечно, брать кастрюльку с толстым дном. Крем начинает густеть. На поверхности появляются, видите, малюсенькие пузырьки. Вот, пузырьки пошли. Мы еще немножко с пузырьками вот так поварим. Может, секунд 30-20. И выключаем. Достаточно. Следите, чтобы масса у вас не вышла из кастрюльки. Она может немного увеличиться. Это все-таки молоко. Оставим на плите остывать около часа. Для приготовления карамельного крема мы возьмем 200 грамм водички. Перемешиваем с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Высыпаем сахар и вот так его помешиваем. Здесь будьте внимательны, от сковороды не отходите. Получился такой карамельный цвет. Теперь мы вливаем сюда 100 мг воды. Все время размешиваем. Видите, у меня получился такой комочек. Я его так прижимаю, чтобы он растворялся. Вот я все время так мешаю. Видите, он уже меньше стал. Вот этот комочек сахарный. Вот такой карамельный цвет. Все полностью растворилось. Вливаем нашу кукурузную смесь. Кукурузный крахмал может осесть на донышко. Еще раз его вот так размешайте. И выливаем. Все время помешивая. Вы видите, как она густеет прямо на глазах? С тех пор, как мы выложили смесь из крахмала с водой, вот прошло минута, может быть, 1,5-2. Смотрите за вашей сковородкой. Огонек у меня под сковородкой маленький. Мешаю я постоянно. Вы видите, какой красивый цвет получается? Видите, начинает закипать? Посмотрите, пузырьки пойдут. Вот. Пузырьки.
И этого достаточно. Вот мы с такими пузырьками даем покипеть ему еще буквально секунд 10-20 и выключаем. Иначе мы можем нашу смесь передержать. Мы же хотим такой красивый цвет сохранить, карамельный. Выкладываем наш молочный крем и заливаем все карамельным кремом. Разравниваем. Вот так растягиваем до краев карамельный крем. Он вниз не оседает, поэтому растягивать его по поверхности достаточно удобно. Поставим в холодильник на 1 час. Вот такой красивый десерт у нас получился. С молочным карамельным кремом. Пахнет ванилью. Нежный. Тает во рту. Чем-то напоминает английский пудинг. Консистенция очень нежная, мягкая. Во рту прямо тает. Очень вкусно. Сахара в меру. Если вам покажется маловато, вы можете добавить. Сахара здесь немного. Вы можете разложить его по маленьким тарелочкам или стеклянным мисочкам и приготовить несколько порций таким образом для вашего праздничного стола. Пробуйте, готовьте, у вас получится. Это очень просто и вкусно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик.